Что ж, не успел поработать и уже наробилось, как говорится. Короче, ситуация. Увидел на кольце, открыта створка. Думаю, что за херня. А у меня ручка, здесь крючок идет. То есть, который, соответственно, при повороте ручки он двигается сверху и снизу. И все, ручка там то ли пружина какая-то внутри соскочила, или как там эта система работает, я ее изнутри никогда не видел. В общем, дверь я закрыть не мог, поэтому перетянулся ремнем, крючком с одной стороны за раму. Это хорошо, что, в принципе, не увидеть нереально. И с этой стороны с помощью двух ремней, одного мне не хватило. Получается, я ремнем также зацепил за раму к замку одному и замки между собой. И все, здесь я на стяжку взял, чтобы у меня ремешок никуда не убежал по дороге. Ну и буду ехать поглядывать на эту систему, как оно будет. Ну и, конечно же, сейчас сообщу шефу. Точнее, я уже скинул ему видео, снял об этой проблеме. И завтра, чтобы мне дали сервис, чтобы эту ситуацию исправить. Всем привет, друзья! Вы на канале Tracker in Scandinavia. И у меня мерзопакостная погода в центральной Швеции. 5 градусов тепла. Нахожусь я между Йончопингом и Аребро. Еду я в Аребро. И здесь у нас на середину февраля, сегодня у нас 16 февраля, вот такая вот ужасная погода. Здесь, в этой части Скандинавии, она, в принципе, постоянно такая. Здесь то мороз, то снег, то оттепель, то дождь. Здесь до плюс 10 может доходить в феврале, то есть здесь это нормально. И прям сегодня я уже выдвинусь в сторону севера Швеции. В понедельник я перееду на Норвегию. Поеду я в Майрану Масьон. Ну а завтра я доеду до Уми. И будем сейчас с вами смотреть, как будет меняться погода на протяжении моего маршрута. Поднялся я чуть-чуть повыше, уже 1 градус. И ожидаю я сегодня гололед, потому что валит дождь. В теории скоро постепенно это должно превращаться в мокрый снег. И на дороге лед, это понятно. Ну и поднимемся еще, на 100 километров. Даже где-то на 200. О, мне камнем прилетело куда-то. Вроде все целое. И мороз, я думаю, сегодня уже ночью буду стоять в морозе. Ну и на выходные должно быть это около 10, надеюсь, не больше. 6 утра следующего дня. Температура 0. И первый пострадалец был на вашем экране. Не справился с управлением, скользко. И его что-то там крутануло. Об отбойник, походу, он щелкнулся. Ну, в общем, видели все сами. И кого-то развернуло посреди дороги. Поедем мы куда-то в объезд. Потери зимы. Сейчас заскочил на паркинг мусор выкинуть, и гололед, капец. Небольшая горочка, но у меня веса мало. И я выехал со стоянки и не мог ехать больше 20 км в час. То есть, я поехал. Потихоньку разогнался. Но там стоял двухосник на стоянке. И, возможно, он сидел расшторенный уже. Я так понимаю, он ждал оттепели. Потому что у меня других вариантов нету. Он в жизни просто с этой стоянки, с кармана не выехал бы на эту дорогу. Уже не первую машину обгоняю. И это у нас на этом намордник висит. А нет, вон виден значок Freeliner. Не знаю, с чем это связано, и для чего они, и куда они. Но в Швеции появились фрилайнеры американские. Может, это из-за того, что Швеция вступила в НАТО, и у них тут обмен техникой. Ну и цвет ее наводит на мысль, что это военная какая-то техника. Подбираюсь я к Уми, и у нас -2. Температура особо не упала. Здесь у нас в этом краю северном Швеции потепление.
прочистить надо мне немножко стекло, то что-то я уже перестал видеть. Ну и как видите, зимно, снежно. Дорога нормальная, то есть не скользкая. Ну и выходные, на выходные передают ночью до минус 10. Так что, в принципе, лучше, чем было на прошлых выходных. В прошлые выходные я тоже стоял в уме. Было минус 28. Вовремя мне позвонил кореш утром. И в момент разговора я вспомнил, что нужно завести машину. И что на улице мороз. И, наверное, в последние такие я издохи аккумуляторов успел завести ее. Вот. А в целом на этой машине стоят хорошие аккумуляторы. В мороз нужно, конечно, контролировать, но это любые аккумуляторы нужно контролировать. А в такую погоду там до минус 5, минус 10 держат идеально. 12 часов без проблем, с конвертером даже. Поэтому я спокоен в этом плане. Понедельник, 19 у нас февраля. И я нахожусь на кухне. А пришел я сюда поставить чайник. У меня в этом тягаче конвертер не берет мой чайник. Он оказался очень слабым для чайника. То есть чайник у меня получается, как, грубо говоря, обычный кухонный, только он уменьшенной немножко версии на литр. То есть он на 220 вольт. Значит, я сейчас иду в сервис уточнить, ко скольки я могу подъехать. Сервис здесь находится возле нашей базы. Сейчас я выйду, он будет виден. Я его, в принципе, уже показывал. Вот, собственно, сервис и есть. И мне нужно пойти узнать, ко скольки я могу подъехать. Мне сегодня нужно как по максимуму быстрее, чтобы мне сделали прицеп. А почему? А потому что я хочу приехать в Майрану пораньше, чтобы успеть постираться. Ну, а зачем мне это тоже надо? Я только приехал. Ну вот, расскажу вам по дороге. Я вынужден пробираться на косую, чтобы быстрее дойти. Кстати, хочу отметить, 7 утра. А у нас светло, очень даже мне это непривычно после отпуска. Потому что, когда я уезжал, было еще в 10 утра всегда темно. И все, мне сказали 11 ворота. Поэтому я смело открываю смену. И Дракоша ихний сервис. И смело в 11 ворота заезжаю. Только сейчас я заберу свой чайник. Вот, давно просили свет вам показать. Фирма Strands. Вот, все разные, какие хотите. Здесь сразу можно тестить. Мая. Все по параметрам подбираются, по дальности света. Есть специальные каталоги, где у вас будет указываться дальность лучей. То есть под все типы. Вот, например, это вот оранжевая, которая... здесь ее нет. Здесь вот это вот она, по-моему. Нет, с прямой полоской. И вот все разные размеры, цены. От 150 это будет 30 сантиметров. И есть 1,20 м получается. 550. Ну, это будет где-то 520 евро по курсу. Ну, и здесь получается там 135, где-то плюс-минус. И вот и все смотрите по пучкам, какой вам цвет нужен. Вот, например, которая самая дорогая, смотрите, дальность бьет в широкую, в 460 метров. Это охрененный результат. И на километр вдаль она еще светит, считайте, 928 метров. Находимся в районе Скелефтей. Я выгрузку сделал с Скелефтей чипсами и еду сейчас на загрузку. И потом я поеду в Норвегию, в Майрану, Масьон. У меня будут разгрузки. Здесь у нас минус 9. Расход 33 литра на 100. Вес легкий. Дорога шикарная, лесная. Мне 2 километра до загрузки.
чем я там буду грузиться, я не знаю. Ну, я так вот еду уже километров 60 по такой дороге. То есть дальше у меня такая дорога только и будет. То есть на севере в феврале стабильно. Ну, морозик, конечно, отпустил здесь, потому что здесь лютовал в январе. И минус 38, и там минус 42 местами доходило. Но сейчас немножко спал. Ночью там минус 15, минус 18, днем 9-10. Кружусь вот такой вот штукой. 7 палетиков у меня выходит. И шикарная просто нагрузка у меня вся наперед идет. Прицеп пустой. Ну, здесь сзади это, можно считать, ничего не весит. Это у меня будет первая выгрузка. Это вторая, и потом 2 будет в Майране и в Масионе. И сейчас я буду закрываться, покажу вам, что мне там наделали с дверькой. Что ж, результат у меня такой. Последний палет перестегнул ремнем, там еще стойку поставил. Палеты не тяжелые. 1800 всего на этих 8 палет вышло. И значит, вот что они наделали. Они разбирали эту ручку и, короче, они приварили этот стержень, где он? Вот он ходит. Сварились, короче, как-то так. Я не видел, как это делать, потому что меня сразу сказали, иди жди в зале ожидания. Я не видел, что они тут делали, вот только мне показали, что они тут приварили. Вот и все. Едем мы по 12-й дороге. Ехать 400 с чем-то километров, не так уж много. И посмотрим, какая погода будет за Тарнаби. У нас называется так таможня. Как я и говорил, почти 11 на ведущую ось, на прицеп 50-ка. Шикарно просто. Еду я сейчас по безымянной дороге. И, как видите, она довольно-таки широкая, почищенная, с обозначениями краев дороги, все как положено. То есть не всегда безымянная дорога будет хуже, чем трехзначная или двухзначная. То есть зачастую трехзначные очень узкие, не всегда хорошо почищенные и так далее. Но здесь стабильная погода стоит, то есть снег несколько дней не шел. Но сейчас мороз как падает. В данный момент 8 у меня. Мороз падает, значит ждем снегопады во всех регионах. А мне до Тарнаби 332 километра. Что-то перед поворотом разогнался немножко. 332 километра и потом еще соточка где-то до Майраны. Не знаю, как кому, но мне вот нравится ездить по таким дорогам. Особенно вот эти вот деревушки, когда проезжаешь, такие все, они интересные. Необычные, по крайней мере. Зачастую, да, встречаются узкие какие-нибудь мосты, развязочки или еще что-то. Тоже придает свой какой-то колорит этому всему. И хотел вот сказать, часто у меня комментарии выскакивают, когда где-то еду, идет снег, там дорога не почищенная или еще что-то. И вот любители написать, что да, так же само они чистят, как у нас, да все там туда-сюда. Я просто хочу объяснить, кто не понимает. Все дороги, когда идет снегопад, почистить невозможно. Вы представьте, сколько нужно задействовать техники, сколько задействовать людей. И когда у вас часто так валит снег, какой бы бюджет на это тратился любой страны, понимаете? Тем более Скандинавия, когда идет снег, здесь стараются чистить все равно максимально. И затем, когда снег проходит, также максимально выезжают все дорожники и расчищают уже все дороги полностью. То есть вот в нашем случае мы едем по дороге не пронумерованной, даже она у нас почищена, да? В Беларуси гарантию даю, чтобы про эту дорогу забыли бы даже вообще, что она существует. Ну или колейку легковые бы раскатались бусами и тракторами, и так бы они и ездили по ней. В России то же самое, я уверен, что если дорога не значащая, то про нее и знать никто не будет. И
делать с ним ничего не будет. В любом случае, сервис в Скандинавии по очистке дорог и, ну, в целом в Швеции и Норвегии, он на высоком уровне. Естественно, есть разные условия. Например, в Норвегии, в горных регионах, ну, то же самое, поймите, что нереально чистить дорогу, чтобы она всегда была чиста, чтобы по ней всегда можно было ехать, когда идет снег и метет метель. В этом случае дорогу могут закрыть, когда слишком уже начинается, ну, большое количество снега, если падает, или ветер сильно дует, что переметает, то дорогу просто могут закрыть и ждать, пока успокоится погода. Затем пойдут чистилки, и за чистилками пойдут колонны с транспортом. Вот. А в момент, когда падает снег, ну, ребята, ну серьезно, вы что? В какой стране мне? Покажите мне ту страну, в которой в момент, когда идет снегопад, чистые дороги. Не существует такой страны. Городок Норсье. Там, где, если я ничего не перепутал, у меня не завелась машина в минус 28. И я затем поехал менять аккумулятор, но поменяли только один. Вроде бы Норсье это был. Ну вот тишина, спокойствие в таких городках. Люди живут 6 месяцев, у них зима, мороз. Где-то мороз поменьше, где-то зашкаливает. Вполне себе нормально живут и хорошо себя ощущают. Лето для них короткое, с радостным месяцем, моментом. Где-то, может, какое-то небольшое озерцо есть или еще что-то. Как, например, в Сорселе, где у меня было не одно видео снято. Ну и здесь вот как-то так. Дома обычные, сады, школы, все есть, магазины. С собаками гуляют, ходят. Ремонтируют провода какие-то, наверное. И я выезжаю на 365-ю дорогу в направлении 12-й, Е12, которая уже нас будет вести до Майраны. Зацените, какой тут персонаж стоит. И знаки на Майрану. Значит, едем правильно. Здесь еще произведение. Дед с бабкой и собачка. Замерзшая река. И у нас прямое направление до Майраны. А по дороге мы заедем. Мне шеф скинул стояночку, где нам нужно будет найти клад. Так что не чуть-чуть позже, через там километров 90, наверное, мне 80 до этого места, вы узнаете, о чем я. Итак, добрался я до точки, где мы пойдем искать схрон, потому что шеф был раньше здесь на 2 часа, словиться мы с ним не могли, и поэтому я еду. Бум, ветку сбил, ужас. Я еду по координатам его, которые он мне оставил. Сейчас пойдем искать. Итак, ага, что мы видим? Как-то мне так взять-то все. Канистру я вижу. Омыватель. И, я так понял, кроссовки мои мне отдали, не знаю зачем. Так, все.
Больше вроде ничего не говорил. Вот такая вот у нас передачка получилась. Ну, я теперь хоть с канистры буду как человек. Ну, омыватель у меня целый бак залит. Плюс мне этого хватит до конца рейса. А кроссовки я забыл в прошлом рейсе в машине. Но зачем мне их сейчас отдали? Я мог их забрать и после рейса, но, видимо, думали, может, я сейчас буду в них ходить. Пусть будут. А мне как раз домой они будут, потому что в марте уже, я думаю, в кроссовках по Беларуси спокойно можно будет ходить. Ну, а я тем временем еду дальше в сторону Майраны. Не люблю я утром просыпаться. Кошмар какой-то. Что там за окном у нас? Ага, снежок идет хорошо. Денек, значит, будет веселенький. Начинаем мы с Майраны сегодня. Пока стою на молотках, в принципе, расскажу, что я хотел постираться. Я так и не договорил. А в общем, когда я спустился в центр Швеции, у меня была выгрузка, мне нужно было скинуть мой ремень с прицепа, естественно, который я на снегу залазил, под раму зацеплял крюками. Но на снегу-то все просто, снег был чистый, я не искал желтый снег. Я закатился туда, хлоп, закинул крючки, и оттуда также и выкатился, чистенький. Но когда я приехал на выгрузку, ситуация была абсолютно другая. Как видели, я показывал дождь, а на выгрузке была грязища. В общем, я, естественно, не качался под прицепом. Я поднял максимально подушки на прицепе и на согнутых туда полз, перепрыгивая через мосты. Но все равно я, естественно, зацепился там. Короче, вылез я весь чумазый. А был я надет, я не знаю, зачем я полез туда в полностью зимней одежде. Хотя температура была +1 или +2. Ну да ладно. Короче, я что-то не подумал. Вымазался, в общем, и теперь у меня зимняя моя форма грязная. Я хотел постирать, но вчера уже приехал, было 22 там с чем-то. Мне уже не хотелось. А я на стоянке стою, где стиралка и сушилка. Я вам ее показывал. Это Эсса, я стоял вон там с велосипедом, там что-то рассказывал. Помню, какой-то видос был. Показывал я полностью эту стоянку. Это в Майране находится. Я выбрал сон. Я лег, хорошо выспался, проснулся без будильника. Полноценных я 8 часов своих поспал. Ну, вот. А сейчас выезжаю на первую выгрузку. Ну и потиху поедем, будем смотреть, как у нас погода будет сегодня. Бушевать или нет. Идет снег. Температура -6. Ну, где-то -8 по факту будет, потому что машина, когда стоит, температуру теплее показывает. Ну что, поехали. Не люблю я, когда не пишется, сколько высота этого моста. Но вроде бы здесь нормально. То есть никакие знаки вообще не стояли. Да, нормально. Но все равно стрём как бы присутствует, когда подъезжаешь к такому. Так, я на первой выгрузке где-то должен быть. Подъезжаю, точнее. Совсем понятно, где она. Рана Грубер. А, вот она, эта фирма есть. Спокойно заезжаем, я так понимаю. И ищем, кто нас выгрузит. Вот. Варимоток, Рана Грубер. Стрелка показана куда-то сюда. Здесь я, значит, стану.
Все, мгновенная быстрая выгрузка. Чувак сразу выгружал все на землю, никуда не возился, не шоркался. Короче, за 5 минут мы выгрузились. Вот, я тоже ему оперативненько там помогал в прицепе поворачивать крайние палеты. Они в руками оказались, можно их поворачивать. Вес не такой большой, вышел где-то по килограмм 300, но можно было, короче, его повернуть. И ему было проще, он быстренько это все забирал. Вот. Ну и а я возвращаюсь в сторону Майраны на вторую выгрузку. Вот вам хотел показать пример. Ну как пример, то есть рассказать. Сейчас едем по дороге. Как видите, она как выглядит. Температура у нас минус 5. Но рядом у нас фьорд по правую сторону, который, соответственно, не замерзший. Сейчас мы на него посмотрим. Вон он там находится. И, соответственно, влажность большая и дорога скользкая. Я в такой ситуации еду, естественно, не на круиз-контроле и с отключенным автоматическим торможением, которое от ретардера идет. То есть отключаем эту функцию сразу. Я иду с пустым, можно считать, прицепом. Вот вам продемонстрирую. У меня 8,6, 8,7 тонн на ведущей оси. И прицеп у меня датчик врет. Там 5, наверное, тонн по факту. То есть он пустой. У меня груз. Это одна стеночка передняя закрыта, подпертая штангами. То есть веса нету практически. Вес тонна. Тонна стоит спереди. Вот. И если вы не отключите свое подтормаживание, вас в любом случае прицеп будет на поворотах, может начать вас толкать, вас начнет носить. Вес легкий. С тяжелым сложность его толкнуть, конечно, в занос, но если вас толкнет тяжелого, начнет у вас влево-вправо ходить прицеп или тягач, груженному труднее выйти из этой ситуации. То есть легкому можно разными способами. Где-то добавить газу, где-то резким подтормаживанием, то есть в зависимости от разных ситуаций. Это я, конечно же, говорю для тех, кто вообще не в курсе, как, что. Первый раз где-то не сталкивался с зимой, скандинавской зимой. И вот опять-таки говорю, специфика здесь. Вот вода у нас, и все. Здесь будет даже минус 20. У нас все равно будет скользкая дорога, как ни крутите. Поэтому особенно внимательно нужно на этих участках дороги и в этой части Скандинавии. Все, что возле фьордов, возле моря, это все всегда опасное. Там вот, где мы постоянно ходим, 45-я дорога, север Швеции, 95-я, там уже озера все позамерзали давным-давно, и там сейчас комфортно ехать, минус 10, минус 5, в принципе, не так скользко. Ну, по-разному, конечно, в момент оттепели с мороза, когда падение идет на меньшую температуру, тоже появляется, соответственно, скользкая дорога. Но здесь она скользкая всегда. Ну, только, конечно же, когда у вас уже плюс перевалил, дорога просто мокрая, тогда у вас все нормально. А так вот здесь стабильно, вот всю зиму примерно ситуация происходит, что вроде бы и дорога хорошая, но она скользкая. Как я проверяю еще периодически для себя, чтобы понимать, насколько она скользкая, это, конечно же, на прямом участке дороги просто тупо затормозить порезче. И вы поймете, то есть либо у вас он скользит, либо не скользит. Также на подгорку можно дать газу, скинуть передачу и дать газу, и вы посмотрите, пробуксовывает у вас или нет. Переключил на 10-ю передачу и, ну, не скользит. Видите, как бы идет за счет трехосника, идет. То есть у меня тонна веса плюс ленивец вес. Вот мне это немножко и дает преимущество. Но впереди у меня снегоочистилка. Он просто едет, прочищает, ничем не посыпает. Но, видимо, за ним мне придется очень-очень долго ехать. Хотя нет, вот он съехал с дороги, отлично, шикарно. Перед тоннелем он решил вот подтормозить. Ну, плюс-минус тормозит, нормально. Блин, что-то он так... Я думал, он остановится в кармане, а он взял, да дальше поехал. Че мне с ним до самого Масьона ехать? Ужас какой-то.
нет, все-таки он меня пропустил. Пример хорошего водителя-снегоочистителя. Вот на этот подъемчик шел. Не всегда, конечно, вовремя камеру схватишь и будешь снимать. Вот на нем я как раз таки буксовал на 12-й передаче. Тоже сразу смотрим, что у нас происходит. Если у нас выбор сменить траекторию движения. Вот, например, я ее выбрал именно вот такую. Я шел здесь ребристая такая серединка получается. Потому что это-то понятно, она выкатанная. Как бы колейка идет, да, моя дорога. Ну, встречки нету, я выехал на эту часть. У меня зацеп идет по ребристой вот этой полосе. И я как бы без особой потери скорости я заехал. Вот. Ну, машина пустая, напомню. Можно считать. То есть тоже плюс Скандинавии, что маленький поток движения. Вот, и вы можете, либо, если у вас позволяет, можете больше где-то взять обочину, но в Норвегии это редко когда актуально. Также на подъеме выйти на встречку даже, то есть если вы уже совсем буксуете, выходить на встречку, врубать аварийки, все что угодно, дальний. В моем случае есть мигалки, это хорошо, можно их включить. То есть идти по встречке даже, то есть, ну, здесь люди понимающие, они поймут, что вы не просто дурачок, а вы не можете подняться, у вас нету зацепа. Но, естественно, на подъеме, на встречке зацеп будет лучше, чем по вашей полосе. Это как бы логично, это в каждой стране такое происходит. У меня ситуация была в России, когда я начинал на Урале. У меня был груз 10 тонн, станок на весь прицеп. И если бы 10 тонн этих было развернуть и поставить для лучшей развесовки, то у меня был бы перевес по осям. И поэтому все эти 10 тонн почти стояли на прицепе, а морда у меня была пустая. И я не мог подняться раз, два, три, какая-то горка, какая-то местность какая, я не помню это уже. Но факт в том, что зашкрябался я только там с 4-го раза, после посыпалки и по встречной полосе. То есть там ребята по рации кричали, что давай, 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 здесь машинки мы придержим. Ну вот, и я пошел по встречке, только смог зашкрябаться туда. Ну вот, так и здесь, то есть смотрим, видим. Ну, то есть очень сильно нужно анализировать каждое ваше действие и подстраиваться под разные дорожные ситуации. Подбираюсь я к последней выгрузке. Не забыл я ничего, где она находится. Пропустим легковой. И нам вон туда. И сейчас под такую корявенькую рампу нам нужно запарковаться. Ну, смотрю, что здесь все почищено хорошо. Я думаю, проблем тут не должно быть никаких. Как раз у меня уже на исходе батарея. И завершим мы мой вот такой вот рейс. Нахожусь я в городе Масьон. Заданий у меня еще пока нету, куда я там дальше поеду. Ну, узнаете уже об этом в следующем видео. И мне сейчас вот под эту вот рампу нужно моей правой стороной запарковаться аккуратно. Так, посмотрим, что я тут припарковался и как. О, вы знаете, отлично. Теперь только опустить нужно еще прицеп. В целом, я думаю, все понятно с работой. Продолжаем работать. Зима еще у нас впереди, поэтому контент будет. Все, спасибо за просмотр. Нормально, да? Спасибо за просмотр. Всем удачи, до новых встреч, пока.